Время скоротечно. Не успеешь оглянуться, как прошел очередной год, очередное десятилетие. И чем дольше живешь, тем скорее, кажется, время уходит. С вами Ницари, и сегодня я вам расскажу, как я выживал в Don't Starve Together в мире с постоянно ускоряющимся временем. Я в целом не специализируюсь на спидранах, и в целом прохожу игры неспешно, акцентируя внимание больше на стратегию и познание в игре, а потому это не будет какой-то суперсложный челлендж или прохождение, которого ранее никто не делал, а просто фантазия на тему и эксперимент, а возможно ли это вообще. Поэтому и условия я составлял, как пойдет. Первое. Все настройки мира стандартные, играю я, разумеется, в соло. Второе. Время ускоряется в 2 раза каждые 10 дней. На первые 10 дней я даю себе фору, и время будет замедлено вдвое. Четвертое. Использование модов, откатов и тому подобного, исключая откровенные читы, разрешено. Как я и сказал, этот челлендж больше про интерес и возможность показать вам, как можно прикольно сыграть, и мне не хотелось превращать это все в лютейшую духоту а-ля спидран, особенно учитывая, что я в них не силен. Пятое. Формальная цель — победить финальных боссов. Впрочем, если это у меня не выйдет, окей. В первую очередь стоит объяснить, каким образом и за счет чего работает ускорение времени. Чтобы ускорять время, я накатил вот такой мод, позволяющий менять длительность дня, а вместе с тем и все зависящие от нее параметры, а конкретнее такие. Во-первых, это непосредственно длительность внутриигрового дня. Во-вторых, и напрямую исходящая из этого, скорость потери сытости и скорость потери и восстановления рассудка. Из чуть менее очевидного, скорость вырастания растений, респавна мобов и протухания еды также будет ускоряться. Ну и последнее, но не по значимости, скорость поломки вещей. Причем стоит уточнить, что быстрее ломаться и тратиться будут только вещи, которые тратятся постепенно, а не только при совершении определенных действий. А то есть факелы, одежда и, например, магосвет тратиться быстрее начнут, в то время как количество применений кирки, например, будет все тоже вне зависимости от ускорения времени. При этом стоит уточнить, что помимо возрождения существ, ни на какие другие их параметры ускорение влиять не будет. И кажется, мне это что-то начинает напоминать. Первые несколько попыток были скорее тестовыми, а их целью было понять, насколько на самом деле сжаты временные сроки, в каком порядке стоит сражаться с боссами, а самое главное, какой персонаж лучше всего подойдет для таких условий. Заролив более-менее удачный мир, первую попытку я начал на Венди. По моей задумке, ее пониженный урон должен был с лихвой компенсироваться наличием танка и АОЕ атаки в лице Эбигейл. И исходя из этой же логики, тактикой моей стал Руин Раш. Это как можно более быстрое достижение руин для получения посохов, амулетов, ну и убийства стража, но не тут-то было. Все попытки за Венди заканчивались даже не доходя до руин, так как я либо слишком увлекался фармом, либо наоборот, выфармливал недостаточно и умирал по пути к руинам. Только один раз за все попытки на Венди мне удалось дойти до руин, где я благополучно откис от механизмов. И эта смерть дала мне понять, что здесь все же нужно действовать по-другому. Следующую попытку я начал на Вольфганге, и мне сразу удалось дойти до руин, но я не попал в тайминг кошмарного цикла и был убит кошмарами. В следующей попытке все было как нельзя лучше. У меня была броня, много хилок и даже оружие, но умер я от упавшего с неба кролика, который оказывается новый мини-босс. Не, ну правда, кто бы мог подумать? Еще через несколько неудачных попыток мне вновь удалось дойти до руин, но их поиск занял слишком много времени. Мне пришлось пожечь слишком много факелов, и дойдя до руин, я обнаружил, что мне не хватает палок на мясную битву. Сейф мне пришлось удалить ввиду просто бессмысленности дальнейшего прохождения. И тут стоит в принципе сказать, а почему же я так спешу, если раньше я и сам говорил, что рекорды ставить не собираюсь. А дело все в том, что хоть теоретически в таком мире и можно прожить сколь угодно долго, но в реальности суммарная длительность всех прожитых дней никогда не превысит эквивалента 40 внутриигровым суткам. Тут все как в той загадке про бармена и бесконечное количество математиков. Сколько бы дней я ни прожил, их суммарная длительность будет равна удвоенной длительности первого сектора, а то есть времени до самого первого ускорения. И именно поэтому тоже достижение руин только к 4-му дню столь критично. Эти 4 дня — это фактически 10% от всей длительности выживания, и дойти за это время всего лишь до руин сомнительно. И вот финальная попытка этого разогрева. Мне удалось дойти до древнего стража, хватило ресурсов на броню и мясную биту, и даже времени потрачено было не слишком много, но все же подготовка оказалась недостаточной. И тут я понял, что спидранеры, видимо, все-таки что-то знают, и наиболее оптимальным будет правда сперва убить теневых шахмат. Тактика убийства теневых шахмат первыми значительно отличается от Руин Раша. Дело в том, что теневых шахмат можно призвать и в первую ночь, так как
Фактически, это тоже новолуние, однако для этого необходимо к первой ночи успеть восстановить хотя бы одну из фигур, а ночью успеть ее сломать. В таком случае фигура появится, и пока она гонится за вами, будет возможность восстановить остальные две. Первые несколько попыток я либо не успевал найти фигуры, либо их головы, либо просто умирал от фигур, а потом мне попался вот такой мир. Основным отличием этого мира от предыдущих стало расположение тел шахматных фигур. Они были достаточно недалеко от портала, но что самое главное, они были на болоте, что значительно упростит бой с ними. Но сперва их предстояло собрать. После нескольких неудачных попыток и откатов я наконец смог получить идеальную генерацию. Первым делом я собрал базовые ресурсы на научную машину, алхимический двигатель, а также много травы на броню, чтобы потом не заниматься этим, бегая от коня. Также до начала ночи было бы неплохо найти базовые ресурсы на броню и оружие, а то есть свиные жопы и мрамор, мясо, а также очень-очень много травы. Если мрамора было в достатке, как минимум на одну броню точно хватит, если сломать статуи просто около шахматных фигур, то вот свиные жопы и мясо могли стать проблемой, но, к счастью, не стали. Неподалеку оказался биом с королем свиней, где, в свою очередь, были и свиные дома, разломав которые я получил и жопы, и ресурсы на алхимический двигатель, и еноты-коты, из которых, в свою очередь, я добыл мясо. Еще одной важной вещью для битвы станут хилки, в роли которых будут служить синие грибы, а потому надо было заблаговременно скрафтить лопату. С шахматами же мне достаточно сильно повезло, так как до первой ночи удалось найти сразу две головы, коня и ладьи, а то есть после спавна коня мне оставалось найти лишь голову слона. И вот тут удача от меня отвернулась. Практически весь второй день у меня ушел на поиск головы слона, более того, она оказалась еще и очень далеко, а потому донес ее до основных шахмат я только к началу третьего дня. Собрал фигуры и начал бой. В целом, в этом испытании битва с шахматами ничем не отличается от стандартной, за тем лишь исключением, что снаряжение у нас попроще, оружие послабее, а хилки восстанавливают меньше здоровья за раз. Тактика же в моем случае немного отличалась. Я сперва убил коня, так как он наносит очень много урона за раз и постоянно двигается, а вторую фазу слона просто стравил щупальцами, об которых он благополучно умер. Оставшуюся ладью просто втанковываем, так как даже при большом желании скорости на додж ее атаки нам никак не хватит. С убитых шахмат нам выпадает теневой меч, броня, пачка топлива ужаса и, что самое главное, предсердие, а это значит, что мы можем идти в руины. Но перед этим нужно скрафтить фонарь, а также добыть живые бревна, чтобы, находясь в руинах, сразу сделать посох призывателя звезд и больше туда не возвращаться. На поиск всего этого у меня ушло еще около суток, и в начале четвертого дня я спустился в пещеры. Спавн руин здесь был уже не столь идеальным, как в пустом мире, а потому еще примерно полдня у меня ушло на то, чтобы до них добраться. Дойдя до руин, я зачистил часть механизмов, восстановил одну псевдонаучку, накрафтил тулицитового снаряжения, а значит последнее, что мне здесь оставалось, это победить древнего стража. Так как большинство снаряжения у меня оставалось еще с битвой с теневыми шахматами, особенной подготовки к стражу не потребовалось. Я лишь слегка восстановил рассудок, чтобы во время битвы кошмары не докучали. Битва со стражем от своей обычной версии не отличалась примерно ничем. В первой фазе все так же байтить на разбег в колонну и бить, во второй все то же самое, но следить за топливом ужаса. И эта победа досталась намного проще, а среди лута стража, пусть и не с первого раза, но все же, мне выпала трость. И да, тут мне впервые пришлось воспользоваться откатами посреди прохождения, так как переигрывать последние 1,5 часа просто из-за того, что со стражи не выпала трость, не хотелось, а без трости победа над топливопрядом была бы невозможна. Собственно, после убийства древнего стража для теневого топливопряда мне не хватало всего двух вещей: найти вход в атриум и набрать 8 фрагментов окаменелостей. И на то могло уйти очень много времени, а потому надо было спешить. Сразу после победы над стражем я вернулся к псевдонаучной станции, докрафтил все оставшиеся ресурсы и решил сбегать на поверхность, чтобы найти лунную платформу, и сразу вставить в нее посох. И это понадобится позже, но тем не менее готовиться стоило уже сейчас. Примерно к концу 6-го дня я закончил дела на поверхности и спустился обратно в пещеры, где моей главной целью стал поиск фрагментов окаменелостей с параллельным нахождением гигантских щупалец на будущее. И с одной стороны, мне довольно сильно повезло. Оказалось, что у меня в качестве естественной структуры сгенерировался портал в атриум. Это когда одно из щупалец окружено механизмами, лампочками и разными наростами. И именно это щупальце со 100% вероятностью ведет в атриум. С другой стороны, к концу 7-го дня мне пришлось снова вернуться на поверхность, чтобы просушиться после пещерного дождя, а потом снова спуститься обратно, и собрать все фрагменты окаменелости я смог только к середине 8 суток. После этого оставалось только перейти в атриум и дойти до главного зала, и можно было начинать бой с топливопрядом, но не тут-то было.
Во-первых, у меня практически закончились хилки, на восстановление которых ушло бы еще очень много времени. Никакого способа восстановить рассудок у меня также не было, а это, в свою очередь, создало проблемы с попаданием в главный зал. Дело в том, что по пути в Атриум есть два вида обелисков. Те, которые не дают персонажу пройти, когда рассудка мало, и те, которые не дают пройти, когда его много. И обычно люди берут с собой на бой с теневым таплевопрядом амулет кошмара, ну или на крайний случай еду, повышающую и понижающую рассудок. Ни того, ни другого у меня не было, а потому колхоз начался уже здесь. Чтобы пройти через обелиски, я скидывал лампочку максимально впритык к стене, поджигал ее, и пока она горит, телепортировался ленивым исследователем на другую сторону. К счастью, повторять это пришлось всего 2 раза, а потому и ленивый исследователь остался практически целый, и лампочки на обратный путь тоже сохранились. И вот, наконец, теневой таплевопряд. И тут, если вы смотрели мое видео про прохождение в пустом мире, вы знаете, насколько сложно с ним сражаться без ветродуя или определенного персонажа, а потому передо мной стояла задача — найти новый способ победить таплевопряда, и на этот раз уже без всего. Самым очевидным вариантом кажется вытолкнуть себя за край карты, но в недавнем обновлении это пофиксили, и теперь по пустоте нельзя бегать. Еще одним вариантом мог бы стать стандартный спидранерский трюк, где они просто водят таплевопряда по краю арены, но чтобы этот трюк сработал, таплевопряду нужно очень аккуратно, буквально пиксель в пиксель, байтить на атаку костяной клеткой и тут же отходить, иначе никак. Я проверял. Много. Очень много раз. И как бы просто это ни казалось, лично для меня это стало невозможным. И тут я начал думать. А как еще можно сломать игру, да так, чтобы убить таплевопряда без хилок, рассудка и ветродуя? Не поверите, но я нашел такой способ. Для его осуществления вам понадобится мясная бита, пара тулицитовых шлемов и мраморных бронь, а также главный ингредиент этого чиза — ленивый исследователь. Возможно, несколько, это зависит от вашего персонажа. Ну и еще калькулятор пригодится. Итак, что же по самой тактике? Вам необходимо заспавнить таплевопряда и сразу после его появления пойти в сторону выхода с арены, зажаться в колье и начать его бить. Когда таплевопряду останется один удар для того, чтобы его хп опустилось ниже 10 тысяч, именно тут вам, кстати, и пригодится калькулятор, так как атаку нужно рассчитать максимально точно, ведь если вы ошибетесь хоть на один удар, он успеет призвать тканых теней. Ну, либо просто поставьте мод на хп-бар, как это сделал я. Да, мне было лень все это высчитывать, ну и я не трайхардил. После этого ждем его атаку. Я всегда ждал именно атаку головой, так как у нее точно подходящий тайминг. Насчет остальных я не уверен. И как только начинается анимация атаки, бьем его, тут же переключаемся на ленивый исследователь и телепортируемся с арены. Из-за того, что в момент достижения 10 тысяч хп таплевопряд был в анимации, а после ее окончания вы уже были не на арене, он не сможет кастануть тканых теней или щит, а немного потупив, пойдет отключать теневые врата. Подождите, пока он к ним подойдет и войдет в анимацию их отключения. Как только он начнет это делать, телепортируйтесь к нему и бейте. Он тут же ударит в ответ, а потом начнется анимация рестарта боя. В этом моменте лучше иметь низкий рассудок, так как в этом случае после завершения анимации рестарта он не призовет теней, а попытается взять вас под контроль. И за время, пока вы еще можете двигаться, вы должны снова телепортироваться с арены. И, в общем-то, все. Повторять до готовности. На Вольфганге в максимальной форме, с одним теневым мечом и мясной битой, а также с лунной преданностью вам хватит примерно 4 повторений, и таплевопряд будет повержен. Я, правда, в конце чуть-чуть провтыкал и чуть не заруинил весь бой, но все же смог. И на этом простая часть этого выживания закончилась. Да, и именно простая, так как добил таплевопряда я аккурат под конец 8-го дня, а то есть остается всего 2 дня форы, а затем время впервые ускорится. Не без проблем, но все же к середине 9-го дня я вновь вернулся на поверхность и начал подготавливать лунную платформу к обороне. На 11-й день будет первое и фактически последнее с нормальной скоростью полнолуние, а то есть именно в него мне нужно будет создать посох призывателя лун. После создания забора вокруг платформы весь 10-й день я занимался рубкой леса и другими полезными вещами, косвенно готовящими меня к отплытию на лунный остров, а с началом 11-го дня время впервые ускорилось. И пусть скорость течения времени стала нормальной, к ней пришлось заново привыкать, так как сытость стала заканчиваться быстрее, а скорость порчи ускорилась. А это значит, что на поиск еды придется уделять больше времени, что является проблемой, так как фактически это ускорение времени ознаменовало экватор всего выживания, ведь дальше время будет идти лишь быстрее. На 11-й день я в основном привыкал к новой скорости течения времени и продолжал готовиться к постройке лодки, а вечером 11-го дня завершил превращение посоха призывателя лун. Раскрафтив его, я сразу пошел в архивы, чтобы не теряя времени начать искать части лунного подношения.
На все путешествие к древним архивам у меня ушло 3 дня, благо найти подходящий фонтан удалось достаточно быстро. Добыв крафт астрального детектора, я вернулся на поверхность и начал поиски. Откопав обе части подношения, я воспользовался способностью детектора также указывать на лунный остров, если подношения на нем еще не были раскопаны. Приблизительно определив местоположение лунного острова, я построил плот, перенес на него обе части подношения и поплыл на остров. Но не учел одну маленькую деталь. Шел уже 15-й день, а то есть до начала зимы оставалось всего ничего. Тем не менее, я решил не бежать обратно на материк, а сперва закончить с изучением лунного острова и сборкой подношений. На 16-й день оба подношения были установлены, на 17-й я добрался до острова Отшельницы Крабов и выполнил пару ее заданий, а конкретнее вот эти. И вдохновившись такими успехами, я поплыл обратно на материк в надежде успеть завершить обе сюжетных линии. К 18-му дню я впервые почувствовал нехватку еды и практически весь день занимался ее восстановлением с параллельным отловом бабочек и сбором предметов для ремонта дома Отшельницы Крабов. В оставшиеся пару дней нормальности я решил вернуться в руины и принести на поверхность самоцветы, чтобы потом, когда они понадобятся для короля крабов, не бегать за ними лишний раз. И по возвращении из пещер пришла пора для очередного ускорения времени. Время движется вдвое быстрее обычного, чего в целом еще хватает на поддержание жизни, но в особенности скорость траты голода начинают влиять сильнее. Именно в этот момент я понял, что это мой последний шанс сделать хоть что-то полезное. На поддержание жизни персонажа пока уходит не все время, а то есть, если поспешить, то что-то еще можно успеть сделать. Первое, чем я решил заняться, вновь всплывать на лунный остров, чтобы выполнить те из заданий отшельницы, на которые у меня в теории хватало ресурсов. Приплыв к бабке, я засадил цветы и вытащил мусор близ ее острова, а также оставил у нее необходимые на починку дома ресурсы. И поплыл домой. Но произошло непредвиденное. К 25-му дню я оказался заперт на лунном острове, так как у меня не хватало ни сытости, ни тепла, ни хп для возвращения на материк, а потому мне пришлось выживать. Для этого я убивал салатмандра, попутно греюсь у термальных источников и пытался найти кремень для крафта хоть одной кирки, чтобы добыть каменные фрукты. В этой борьбе за жизнь прошли все дни вплоть до 31-го и очередного ускорения времени. Правда, с ускорением пришлось повременить, ибо в ночь пришли собаки, и я сперва отбился от них, а только потом ускорил время. Только к концу 31-го дня я доплыл до материка, а до базы дошел только к середине 32-го дня, и это было бы не столь большой проблемой, если бы я попросту не растерялся. Фактически, шанса убить кого-либо из боссов уже не оставалось, но я мог хотя бы попытаться, либо вложить все силы в попытки продлить жизнь как можно дольше. К середине 35-го дня падение рассудка было уже невозможно остановить, и я принял решение надеть и не снимать костяной шлем, чтобы избавиться хоть от одной проблемы. Но это не помогло. На этом этапе значительно больше половины дня у меня уходило просто на добычу еды, но я решил все же попытаться. Попытаться сделать максимум из возможного. Весь 38-й, 39-й и 40-й дни я просто собирал ресурсы, чтобы выжить, а на 41-й день наступило очередное ускорение времени. Ночь больше не успевала наступить, как снова был день. Поддерживать голод на сколь-нибудь нормальных значениях было все сложнее, так как большое количество еды, естественно спавнящейся, уже было съедено раньше. Ну а последующие дни я не могу назвать никак, кроме как агонией. Постоянный дождь, полное отсутствие рассудка и голод, который уже практически невозможно поддерживать. За съестными ресурсами приходилось уходить все дальше и дальше, но в один момент и они закончились. Последним шансом оставался лунный остров, на котором можно было бы получить каменные фрукты для поддержания сытости еще хоть сколько-нибудь, и я решаюсь плыть. По пути голод наконец достигает отметки в 0 единиц, и я начинаю медленно, но верно умирать. Дни сменяются один за другим быстрее, чем я успеваю это заметить, сливаясь в один нескончаемый временной отрезок. Солнце не успевает зайти, как уже вновь наступает утро, а еда портится так быстро, что даже пытаться ее сохранить больше нет смысла. Новый мир. Человечество наконец-то достигло общего конца. Нового рассвета.